Я перевела стихи Маяковского, это интересно. это мое безумие. И эта книга имела 13 изданий. И там есть, как предисловие, интервью с ней. От тебя я всегда слышал, когда я слышал Бродский, тут же слово «говнюк» звучало. Он приходил каждое утро ко мне, где-то вот 10 часов утра, и кричал на улице такие вещи. Но пил много. Он пил очень много. Последний раз, когда мы с Бродским виделись, это было 28 июля 1995 года. И он, бедный, потом умер в январе месяце 1996 года. Ну что, поехали? Поехали. Дорогая Мариалин, Да. добро пожаловать в Москву. Как я ждал этого момента, когда мы сможем вот так тепло пообщаться. А для меня сегодняшний день, он особенно важен, потому что сегодня для меня выдающее событие. Мы переходим с «вы» на «ты». Это так волнительно, так классно. Я буду стараться. Начнем, наверное, с истории, потому что Да. итальянская графиня, светская. Да. Когда мы разговаривали, ты рассказывала про свою историю своей семьи. Это Да. так интересно. Да. Начнем с прадедушки, потому что это... Прадедушка и бабушка особенно. Бабушка, Да, бабушка. мы обязательно про бабушки отдельно. Ну, бабушка – это вообще причина, по которой я выбрала русский язык, потому что бабушка была, правда, еврейка, но они из Беларуси, они из Слуцка. Это вообще место, которое ты знаешь. Конечно. Лучше Потому меня. что мы, вот так. Ну, может быть, не лучше, но Вот, мы тоже да. оттуда. И они по были маме. состоятельные евреи, которые жили там в черте оседлости, как это называлось, и попали в страшные погромы, которые там случились после гибели Александра II, ты помнишь? Да, конечно. В 1981 году. Да, конец Вот так. 19 века. Да, конец 19 века. Вот. И поэтому ее отец, он сначала поехал в Вильнюс, потому что у него было высшее образование, и старался там работать, и ничего там не получилось в Вильнюсе. И поэтому он решил, переехать океан и поехать в Америку. У него были $2, которые тоже тогда были абсолютно ничего. Он плавал 3 месяца и, конечно, приехал там Эллис-Айленд, как все. И надо было найти работу. А работа была только как рабочий, можешь себе представить. И тогда он стал peddler. Peddler значит with a pack on his back. И он продавал, подумай, кастрюли, door to door. Вот Ну, с так. чего-то надо было начинать. И, конечно, всего надо начинать. И, конечно, у него направление West. Потому что тогда, конечно, я сейчас начинаю говорить по-английски, потому что это мой родной почти язык, вот так. Мне кажется. West. И он, конечно, ездил на West. На запад. И он, на запад. И, как ни странно, он остановился, подумай, Сью-Сити, Айова, где индейцы Сью. Вот Да, так. конечно. Где он безумно разбогател, как настоящий еврей, стал знаменитый, все есть в интернете про него, перевел, конечно, свою фамилию, которая
была либо Давидович, либо Давидов, мы точно не знаем. Дети Давида, это же... Это вообще дети Давида. Да. Вот на Дэвидсон, вот это вообще миллионы Дэвидсон в вообще их Америке, много, вот да. так. И был абсолютно передовым лицом, потому что поскольку у бабушки, значит, у моей бабушки, дочери, его был потрясающий голос, он разрешил ей поехать в Париж учиться пением. Ты подумай, начало века, ты понимаешь, ей были 19 лет, вот так. Это уникально. Да, это уникально. Она выехала в Париж со своей сестрой. И обе начали учиться пением там, в Париже. Но у бабушки был потрясающий голос, а у сестры нет, ничего. Так бывает. Ну, это бывает, конечно. Вот. И бабушка сделала прекрасную карьеру там, в Париже. Такая прекрасная карьера до того, как сам Пучини, подумай, сам Джакомо Пучини, он слушал, что существует такая американка, потому что она была американка абсолютно, она даже по-русски не говорила. Вот такая американка, которая прекрасно поет, и он позвал ее, и она дебютировала в «Ла Фениче» Богема. Но, конечно, вот есть фотографии там, где он жил, конечно, разумеется, дома об этом никто не говорил. Но никто не говорил. Но есть вот эти прекрасные фотографии ее вместе в Пучини, в Торе дель Греко, где он жил. И так она дебютировала в «Ла Фениче», где, к сожалению, в публике был мой дедушка. А может быть, к счастью? Счастье. Он совершенно разрушил, уничтожил ее карьеру, потому что он был аристократом, и для него женщина на сцене – это вообще как проститутка. Но он итальянский аристократ. Он итальянский аристократ. Он итальянский аристократ, и поэтому это был конец карьеры моей бабушки. Всегда что делать? Вот так. Черно-белый цвет. Да. Где-то хорошо, где-то плохо. Где-то хорошо, где-то плохо, да. Но история с Пучини, с великим Пучини. Это великий Пучини, но, конечно, будто бы просто он позвал ее. Конечно, разница возраста была. Конечно. Потому что тогда Пучини, ему тогда были где-то 50 лет, 52, что-то в этом духе. А ей было 22, вот так. Да, жизнь. Очень интересно. Я не знаю, но, может быть, ничего не было, но не знаю. Будем надеяться, что было, потому что не знаю. Жизнь, она же полна прекрасных... Но ее карьера кончилась очень быстро, к сожалению, вот так. И бабушка с дедушкой Бабушка и дедушка, конечно, жили вместе, но потом она каким-то образом поехала жить снова в Париже, потому что она так была привыкла, да. Она, притом, если ты знаешь Париж, притом она жила Rue du Bac 14, что это, как сказать, не знаю. Да, c'est très bien. И поэтому она очень часто ездила туда, и очень часто ездила в Америку к папе, и все. Я не думаю, что у них была очень счастливая жизнь. Так. Да. Слишком. Ты понимаешь, два мира, просто два мира. Но фамилия с тех пор Дедзуляни. Дедзуляни, да, конечно. Вот так. И 3 поколения уже 3 итальянцев. Поколения, да, уже 3 поколения итальянцев. Дедзуляни. Абсолютно. Дедзуляни, Дория и вообще 3 поколения. Мы совершенно итальянцы. Но когда я выбрала язык, в университет, когда я поступила в университет, для меня было немножко странно выбрать английский или французский, потому что дома мы говорили на 3 языках все время. И поэтому я выбрала русский язык в честь бабушки.
но не знала абсолютно, что меня ожидает. Мы подходим... вот, Что меня ожидает в Я Советском облизываюсь от Союзе в удовольствия. 1969 году. Можете себе представить, что было? Это вообще археология России, вот так. Да. Но я так помню, что ты говорила, что была стажировка, первая поездка. Нет, первая поездка... С мужем с коммунистом. мужем. Да, С да. первым Первый мужем, муж коммуняга который- был. нет, он никогда не говорил, что он коммунист. Он говорил, что он левый. Он не хотел говорить, что он коммунист. Но он был инженер-строитель, очень известный в Венеции, потому что он строил очень много. Вот. И он, как Он ни был странно, красавец какой-то неописуемый. красавица, как, потому что красавица, как никто. такая Да. девушка не могла выбрать. Как красавица, как никто. Я вышла замуж, когда мне были 18 лет. Это вообще безумие. Это прекрасно. Тех времен. Вот так. Он был старше меня на 14 лет. И он, как ни странно, приехали мы сюда. Почему? Потому что, когда я рассказываю вот это своим русским друзьям, это вообще смеются до смерти. Да. Он хотел посмотреть хрущевки. Ты И- знаешь почему? идеалист. Потому что хрущевки строились на неделю. Это Да. была как игра Лего для детей. Конечно. Строились на неделю. И он хотел посмотреть на это, потому что у нас не были такие префабрикаты, как это Но называется. те, кто Да. будут смотреть, вот именно. через какой они даже не понимают, что такое хрущевка. Да. Это пятиэтажные панельные Вот, дома, панельные которые дома. собираются Вот как... собираются вот. как И на кубик-рубик. неделю они строили вот вообще Да. дома на 13-14. Да, мне довелось пожить. И приехали. И вообще зрелище. В аэропорту, я думаю, все стало понятно. В аэропорту Шереметьево. Ты не можешь себе... До реставрации, конечно, невозможно, потому что один в углу просто рвал, Ну да. другой... Все пьяные, все Абсолютно пьяные. милиционеры. Вот на полу. Вот. Запахи. Вон невероятный, воняло. Ой, это было как громадная уборная. Просто какой-то ужас. Я думала, боже мой, графиня куда приехала. это? А в первую неделю, ты понимаешь, при том я была обязана, только фабрики и заводы, чтобы смотреть вот эти панели. Я хотела убить и мужа, и Советский Союз. Не Догадываюсь. можешь себе представить. Потом, слава богу, мы добирались до Ленинграда, потом вернулись в Москву. Это был 69-й, да? Это был 69-й, первый раз, да. Потом на следующий год мне дали стажировку. Как ни странно, потому что стажировку для литературных студентов не давали только для научных, те, которые... Мне дали стажировку и приехала. И понеслось. И поехали. И поехали, да. То есть 70-й год, Да, год... 70-е годы. Да, 70-е годы мне дали стажировку на 9 месяцев, но я осталась только 6 месяцев, потому что дома у меня были уже 2 маленьких детишки, поэтому надо было вернуться. А я тут осталась 6 месяцев, но это были исторические. Вот начнем про историю. Со всех точек зрения. Мне так повезло, я со всеми познакомилась. Почему? Потому что тогда существовало общество Италии-СССР. Да. И президент этого общества был очень известный историк Паоло Алатри, близкий друг моего мужа. И поэтому он мне дал несколько адресов. Вот. Он мне дал несколько адресов людей,
говорящий по-итальянски, потому что я знала 3 слова. Я была на 2-м курсе университета, Ну, можешь себе конечно. представить. Только начиналось. Ну, только начинает. Просто чтобы сказать леваку университет, вот так. Это было. И я тебе рассказывала Да, эту да. историю. Ну, это Рассказать, шикарная история, да, конечно. да. Он мне дал 3 адреса. Значит, Лев Вершинин, очень известный переводчик с итальянского языка. Он был тоже военный переводчик, он вот, очень известная фигура. И потом я звоню ему и говорю, Ну, от страха. я Марьюлина Дорья, она, бум, положи трубку и все, больше ничего. Иностранка Ну, конечно, звонит, это. иностранка жутко боялась. Все боялись. Потом мне дали телефон Цицилии Заковна Кин. Да, Кин это был супруга- правой рукой Ленина. Это супруг, Да, супруга давала его. Вот он написал ужасную книгу, ту которая сторону». называется «По ту сторону». Ну Я да. даже вот это Мы все читала. учились в Вы школе, все учились да. в школе, да. И вот Цицилия Заковна Кин, которая была итальянистка. Да. И я ей звоню, и она с этим таким голосом, как командир. Перезвоните через неделю, я занята, бум. Вот и все. Школа, Ну, партийная школа. Третий. Мераба Мардашвили. По нему надо, да, по нему надо я отдельно звоню поговорить. и говорю, я Марина Дорья, а где вы живете? Я сразу приеду. Вот и так, через Мераба и через его женщины, вот, мы познакомились со всеми. Значит, и Саша Пятигорский, и Саша Зиновьев, и Эрнст неизвестный, и все, что Ну, он сам вот по себе так. же личность выдающаяся. личность выдающаяся. Все, что я про него И слышал, надо сказать, что что если я начала понимать эту страну, и потом поняла до конца, это только благодаря Мерабу и благодаря Зельда Гаите, которая тогда была с ним. Потому что до такой степени, что я была всегда с ними, значит, Мераб грузин, она из Прибалтики, а у меня был такой акцент, что меня спрашивают, вы из Прибалтики? Я говорю, нет, я из Италии, правду ну говоря. да, это, Вот так. в Советском Союзе это Да, было одно да, и то же, да. я думаю. А потом тут был тоже корреспондент УНИТА Адриано Гуэрра, не Тонино, Не Адриано Тонино, да. Гуэрра, со своей прекрасной женой, очень красивая. Вот. И они тоже знали очень много людей. Они меня познакомили с Лилией Юрьевной и Да, Лилия Юрьевна Брик, и- которая да, который вообще, легендарная, да, и да. главная женщина, которую мы всегда вспоминаем, это Надежда Яковлевна. Надежда Яковлевна Нет, Мандельштам. Я ошиблась. Когда я тебе рассказывала, сестра была... Значит, как мы познакомились с Надеждой Яковлевной? В Падуе, где жил до свадьбы мой муж, существовала некая Катя Вараскини, которая была сестрой некой Елены Михайловны Ариенс. Елена Михайловна Ариенс была актрисой знаменитой, потом она сидела, вообще целая история. Вот. И она очень дружила с Надеждой Яковлевной, потому что они были, по-моему, в школе вместе, вот что-то в этом духе. И она меня познакомила с Надеждой Яковлевной. И это была действительно самая интересная встреча моих 53 года Ну, тут. Да. я думаю, что много встреч было, но, Да. конечно, Ну, она, конечно, это муза... Она, конечно, уникальная женщина. Умница, Как злая, она запомнила... злая, Ну, да, да. прекрасно, да. Но Она знала наизусть все, поэтому... Она сохранила же все стихи Мандельштама, все это стихи только Мандельштама благодаря ей. сохранились благодаря ей, потому что когда его отправили в лагерь, он все уничтожил. Он так боялся, что все уничтожили, и она наизусть выучила все наизусть. И сохранила И все. сохранила все. Уникально. Да, уникально. И вокруг нее всегда собиралась. А вокруг нее она жила... Нет, это было далеко.
Но там, конечно, однокомнатная квартира. Она все время лежала, как Паулина Бонапарте, и курила непрерывно курила и кашля, конечно. Ну, конечно. И курила, и кашля, курила. Вот. И вокруг нее вот все поэты, которые специально приезжали из Ленинграда, чтобы читать свои стихи ей, чтобы знать ее мнение. И читали. Да, ты рассказывала, Читали, как она и она реагировала. говорила, ну дайте мне сама прочитать. Читала, ой, какой ужас! Бум! Вот. И эти исчезали. Вот. Несколько исчезали на кухню, другие просто уехали навсегда. В ужасе, в ужасе. Она в ужасе, просто в ужасе. Она была очень злая, но она была Ну, уникальная. интеллектуал, Да. она уникальная, блестяще образованная. Блестяще. И я помню, что раз я смела что-то позитивное сказать по поводу страны. Вот, и она вот так, она Могла бы поднялась, убить. она вот так, Паулина Бонапарте поднялась и мне сказала, запомните, это был всегда ужас, ужас и ужас. Вот так. Все, да, Надежда Яковлевна, не буду больше говорить. И имеет да. право так Да, говорить, да, потому что, конечно, да. порушена их была жизнь. Но это легендарное, как Это бы, легендарно, как да. и Да. Брик, который, собственно говоря, тоже Ну, не самая Брик, красивая. но как бы. Брик, это была такая дружба просто с ними, с ней и со вторым мужем Да, Василий это- Абгарович да. Катанян, потому что моя первая книга, как ни странно, потому что я была еще студенткой, я перевела стихи Маяковского. Это вообще интересно. это мое безумие. Но они так мне помогали, потому что они, конечно, итальянского языка не знали, но знали очень хорошо французский. Вот. И поэтому, каждое слово они мне... Оттачивали. Да, оттачивали, и они мне объясняли, что вот Маяковский хотел сказать и так далее. Вот. И эта книга имела 13 изданий. Да. Это благодаря им. И там есть, как предисловие, интервью с ней. Это тоже был фурор, потому что интервью с Лилией Юрьевной тогда, в 1972 году, это вообще уникальная вещь. Ну, это вообще история такая, Да. по-своему уникальная. Там Да. Он, она, Маяковский. И потом у нее я познакомилась со всеми. Потому что, со мне кажется, там всеми. все. Да, со всеми. Особенно Плисецкая, вот, потом мы были все. Я думаю, Плисецкой ты познакомилась? конечно, у Лилии Юрьевны, потому что они были, Родион и Майя были всегда у Лили. И потом они начали меня приглашать, и я думаю, что я То посмотрела... есть чемпионка мира, Да. наверное, по просмотру Да. «Лебединого Да, озера». «Лебединое озеро», я думаю, что я посмотрела 21 раз. Каждый раз приезжая, видимо. Это была фантастика, она была фантастическая. Конечно. Но 21 раз мне было вот Многовато, так. Да, многовато, многовато, да. Ты говорил, что хотела написать книгу «Мои молодые старушки». Да, я хотела написать книгу «Мои молодые старушки», потому что Лилия Юрьевна, Надежда Яковлевна, Цицилия Изаковна Кин и тоже Любовь Пастернака. Ну, может быть, еще все может впереди. быть, да, Но может вообще, быть, конечно, Они были очень интересны. Они того стоят, Да, чтобы... да, они были очень интересны все. Ну, тогда тема такая волнительная с Бродским. От тебя я всегда слышал, когда я слышал Бродский, тут же слово «говнюк» звучало. И то, как он описал, Характер так сказать, просто, да. в его книжке «Набережная». Да, потому что когда он приехал в Венецию, вот, я, конечно, пригласила его, он тогда начал преподавать в Америке, я его пригласила, и его приют, подумай, Да. вот, это была гостиница. Почему я дала ему вот эту знаменитую гостиницу «Академия»? Потому что эта гостиница была бывшее консульство российское.
Понимаете? И поэтому не только прекрасная гостиница, но там была просто идея, что Да. вот русский. Вот. Да. И там он пишет, что воняло уриной. Ну, Ну, хорошо. мне Ну, кажется, что это вообще... он был так влюблен, потому ну, что ну, влюблен, не знаю. когда я читал эту книгу, он написал тебя как женщину, которая была сделана из того, что заставляет женатых мужчин да, увлажняться во сне. Ну, ужасно, ужасно. Что Ну он и пишет, потом он такой что он злой пишет, язык. это какой-то А какие ужас. стихи, А потом пишет, всё. будто бы вот у меня был Да. роман с Мерабом. Никогда не было никакого романа с Мерабом. Ну, Вот это Мераб, кстати вообще говоря, это- по отзывам очень любил красивых женщин. Ну, я понимаю, но я его не любила, Да. поэтому Нет, ну, это очень хороший приятель. но я могу сказать, что, конечно, когда такие выдающиеся поэты пишут и посвящают свои книги Да, ну, тебе, Бродский был за пределом. он за пределом. Он Ну, был за пределом, о нем особенно потому что... алкоголь... С утра, поэтому алкоголь... Но в Москве до этого вы общались? И... Нет, не в Москве, он жил в Не, Ленинграде. он в Питере, но он Нет, приезжал? он в Питере, значит, тогда Ленинград. Да, конечно. Значит, в 1972 году, Да. после моей стажировки, со своей подругой Мариной, с да. которой мы очень часто путешествовали вместе, я сказала, давай, Марина, поедем посмотреть все старые столицы российские. Значит, Ленинград, Великий Новгород, Да. Киев, вот, и Москва. И поехали. Но некая Ани Эпельбуэн, которая стажировала со мной, и у которой был действительно роман с Бродским, когда я собиралась в Ленинград, она мне дала 2 пары джинсов для Иосифа. Вот так. А я, конечно, мы приехали вот в Ленинград, и он жил, ты знаешь, что он написал тоже рассказы по поводу своей однокомнатной квартиры. да, Это конечно. было 1,5 квартира. Да. Да. Значит, и когда мы вошли, там были его прекрасные родители, которые прислонились к стене, Чтобы пройти. чтобы дать нам пройти в его комнату. Это как блок в университете, 2 метра на 1,5, что-то в этом духе, где мы сидели до часа ночи, до 2, потому что потом надо было делать какой-то тур, потому что открыли Эти мосты, да. мосты, и поэтому, вот, чтобы вернуться вот, в гостиницу европейская. И когда мы уже мы были на проспект, там, Невский проспект. на Невском проспекте, и собирались просто свернуться к... И вот зима, потому что было конец марта, очень холодно, никого нет на улице, 72, и издалека, я говорю слово, которое понятно, материализировались 2 КГБшника. Я вижу 2 КГБшника и говорю, Марина, она нифига не понимает, конечно, вот это КГБшники. И вот эти КГБшники приблизились, взяли вот так Бродского и начали таким матом, а как выучить русский язык? который я не знала, Ну, который я не знала. это и есть обучение. Я только поняла, что он не имеет права общаться с иностранцами. Вот это я поняла. Но мат потом, через несколько времени, это же я поняла, что... очень важная они... часть русского языка. И да. он исчез. И, конечно, мы дрожали вот так с Мариной, потому что не существовали телефоны, ничего. Вот, и поехали потом в Нижний Новгород, в Москву, ничего не знали. И вот он появился, он мне звонил, потому что он был вынужден оставить страну.
И его отправили в Австрию, потому что вы знаете, что Да, там был через какой-то Австрию пересылочно. экстратерриториальный, Да. да. Пересылочный И пункт. мне позвонили из Австрии, говоря, что он ждет решения, либо его зовут из Израиля, Да. либо из Америки. Да. Позвали его в Америку, и оттуда он приехал ко мне в Венецию. И вот тогда он себя неприлично вел. Очень неприлично вел, да. Да. Но это была не последняя А такая... последнее, потом я больше не хотела с ним общаться, Да, потому да, что ну, это было естественно. действительно за пределом. За пределом. А потом я точно помню вот число, потому что это день рождения моего младшего сына. Вот я из моря собиралась в Кортино, вот была какая-то пауза, мы были в Венеции, была жуткая жара, Ну, и это время, да. я сказала, куда ты хочешь, и мы решили просто пойти на террасу гостиницы «Монако». Ты знаешь, это прекрасное место. Но через 15 минут вот один стол возле нас, а я не вижу, это за спиной. Да. Я не вижу вот другой стол. Вот там несколько человек, я не вижу. А вот сын, который всегда ревнует, говорит: мама, там какой-то человек на тебя упорно смотрит. Я говорю, ну... Я повернулась. Ой, Бродский, боже мой. Опять. Опять вот так. Он встал, приблизился ко мне и начал говорить по-английски. Я говорю, ты с ума сошел? Я говорю, что Йося, это такое? что это за такое? тексты? На это сын. Пускай он по-английски, я по-русски не понимаю. Я говорю, перестань, пожалуйста. Вот так. И он мне говорит, потому что это было после набережной Нестелим, после книги. Набережная Нестелима, да. Нестелим. И он меня спрашивает, ты обиделась? Он знал, а? Конечно. Я говорю, ну как я обиделась? Я тебе безумно благодарна. Я благодаря тебе вошла в историю литературы. 100%. Он ждал он, другого ответа. Да, потому что он... Да, ему он надо было... другого, да, вот так. Да. И он, ты знаешь, остался без слов, не знал, что сказать. И сказать, неужели? Да, я говорю, я в истории литературы благодаря тебе, Йося. Вот так, и все. И на всё. этом, собственно И говоря, на этом его... все кончилось. Но пил много. Он пил очень много. Но с другой стороны... И у него были Да, большие сердце, проблемы да. с сердцем. Да. Ну, что тут скажешь? Это жизнь, жизнь. это история. Это жизнь. И в любом случае, Да. это очень интересно. Последний раз, когда мы с Бродским виделись, это было 28 июля 1995 года. И он, бедный, потом умер в январе месяце 1996 года. Вот так. Да, ну, покойник или хорошо, или ничего, но Да. все-таки, конечно... Надо, да. Ну, Он все вообще, меня про спрашивают... него все говорят, да, что у него скверный характер. Да, скверный характер. И скверный характер тоже со мной, со всеми вообще. Да, у него да. был такой характер. Это было всегда нет, это было всегда ему не нравится, это было всегда... и вот, и... Я читал, что он вообще нарцисс был. То есть он так был нарцисс. любил Он себя, был- что он не мог Да. даже Он рядом... был нарцисс, он действительно был очень интересным человеком, Да, ну, и прекрасный писатель. Я ничего не могу... Нет, ну, как творческий человек. Как творческий Но человек. ты говорил, я не что он как писатель даже более интересен, даже чем более поэт. интересен проза, Хотя он чем выдающий. поэзия. Я так думаю, Да. что даже вот проза даже более интересна, чем поэзия. Если он меня слушает, Ну, конечно, он меня записывает. убьет. Он записывает. Он меня убьет. Не, не, Ну, не. ладно. Ну, это же мнение. Но он жил в этой гостинице, которая пешком 20 минут от моего дома. Ну, мы И ходили он- каждый день, да, когда мы вот были в именно. гостях. И он приходил каждое утро ко мне, где-то вот 10 часов утра, вот, звонил,
был уже, по-моему, и кричал на улице такие вещи, что я вообще обалдела. Позорил перед соседями. А я, поскольку тогда только что вышел знаменитый словарь потаенных слов. Это вышел, вот этот словарь в Америке, я думаю. Ну, раньше или позже какой-то сосед тут на улице купит вот этот словарь узнает, что и он поймет то, что он говорит. Ругался вот, нещадно. Это просто, да. Потом моя сестра помнит, потому что мой бывший дом, там были потолки очень высокие, до 7 метров. Ого. И он сидел, вот, говорил только по-русски, моя сестра по-русски не говорила. И вот и моя сестра посещала меня, вот мы сидели втроем с ним, он с яростью на нас смотрит, потому что мы по-итальянски, а он на потолок смотрит и говорит: потолок, потолок, потолок. А моя сестра знает только одно слово по-русски, чтобы нам мешаться, понимаешь? Он говорил, потому что мы говорили вот так. Ну, вел как ребенок. А он как ребенок. Ну, ерунда, но... Нет, это и характеризует человека. Да. Но 70-е годы, мне кажется, ну я вот помню это время очень хорошо, как время алкоголя. Без бутылки, портвейн, водка, коньяк кормят. Не говори. Да. Как мы напивались, вермут, это было что-то. И это прекрасно, потому что... Как мы напивались. Я тоже, который вообще не пьет, я тоже открыла алкоголь тут в России. Новый мир. Как мы напивались с Мироновым и Щирвиндом. Ну, это был такой Ты дружила с артистами Сатиры, Большого, современник, наверное. И когда Луиджи Ноно, ты знаешь, кто он, знаменитый наш композитор, вот наш друг, и он меня спрашивает, потому что он собирался писать новую оперу на знаменитый «Il Gran Sole Carico d'Amore», который шел в Ла Скала, в Милану. Он меня спрашивал, потому что он был коммунист, красный флаг, все что угодно. Он меня спрашивает и говорит: как ты думаешь, если я вот возьму вот как режиссера Плучика? Нет, я говорю, ни в коем случае, тебе нужен Любимов. И так и было. Любимов поставил эту оперу? И так и было, то, конечно. Когда и это было первый раз, когда Любимов приехал за границу. И когда я поехала туда, в его кабинет, и говорю... На Таганке. На Таганке. Говорю: Юрий Петрович, должна с вами поговорить. Давайте на улице сразу, потому что... Все писали, конечно. Да, конечно. На улице я сказала: Юрий Петрович, вы знаете, есть приглашение из Италии. Какое приглашение из Италии? Ну вы с ума сошли, ну что вы говорите? А потом через коммунистическую партию все получилось. Да. Geniально. Да, все получилось. Просто гениально, да. потому что, конечно, он гений был. Да. Я все с ним знаком был последние годы. Он ставил вот эту «Al Gran Sole Carico d'Amore», был большой успех, и он тогда начал приезжать в Италию каждый год, потому что потом он возил свои спектакли и вообще был безумно мне благодарен, и тогда потому что... вы подружились с Демидовой, наверное, ну, конечно. со всей этой Демидова историей. тоже, ее Мольер тоже видела 20 раз, как «Лебединое озеро». Да, вот так. Мольер был шикарный. Мольер был «Жизнь господина де Мольер. Мольера». Господин де Мольер был просто вообще, шедевр. Таганка в 70-е, это было Таганка культовое. 70-е. Высоцкий, с Влади, Смехов, это «Мастер и Маргарита». «Дом на набережной». Да. Гениальный театр. Гениально. И Любимов, конечно, он их отец был. Да. И очень жалко, когда он уехал, Эфрос, его не приняли, хотя он гений был, абсолютно тоже. Да. Колечко на твоей руке. Я на него все смотрю. А колечко? Это не то колечко, Я которое... колечко
Я сегодня утром надевала это колечко для тебя и для наших разговоров. да. Потому что это колечко сделала вот очень известная ювелир, женщина, тогда жена Синявского, подумай. Это Она Даниэла и Мария Синявская? Розанова. Мария Розанова. Значит, по-моему, это был 69-й год. Я дружила с Виноградовыми. Он был зав. Отдела поэзии Нового мира Твардовского. Серьезно? Да. Вот. И мы очень подружили, и бедная, он сидел, Синявский, потому что был Ну, это знаменитый они вышли процесс, же, да, был. Синявский Даниэль и так далее. Он сидел, и она, конечно, зарабатывала таким образом. И я купила вот эту колечку, еще одну, которая у меня дома. Она пока жива, ей 92. Дай Бог. Она живет в Париже, да. Да. Да, ну это просто это Да. история. И тут, конечно, Это история, да. вот, И колечко очень красивое. очень красиво. Очень красиво, видишь, и тут есть вот русский, А, тут видишь, даже есть да, этот да, самый такой герб. да. Здорово. Но тут я не могу не поговорить. Вот 70-е для меня выдающиеся годы. Ну, Да. во-первых, молодость, во-вторых, казалось Особенно бы, молодость. абсолютно, ну, это важно, но удивительная, в общем-то, история, когда страна абсолютно закрытая. И Страна, свобода, где и тотальная свобода. тотальная, вроде бы, запретительная система, закрытая от всего мира, и при этом свобода. Свобода. Общение. Но такая свобода, такое общение. Вообще такая жизнь потрясающая. да. Где еще вот Да, такое да, возможно? Я думаю, что это ушедшая Только эпоха. 70-е годы. Да. Потому что 80-е были уже Они другие, да, другие. А 70-е были просто фантастика. И какие люди, какие красивые люди, какие творческие люди. Сколько было событий, которые, ну, выдающиеся в мировом смысле, и театральные, и Большой театр, который был на таком подъеме, и поэзия, и писатели, и кино. Все было. В чем загадка? Почему, казалось бы, вот сейчас свобода, а таких личностей стало гораздо Ну, меньше? это исчезли просто. Да. Исчезли. Даже в Италии, собственно, в те Да. годы вот Даже это в же Италии фантастические. были фантастические, Да. очень интересные. Да. Да, но потом все меньше, меньше, меньше. Может, мы по-другому смотрим? Или это действительно эпоха прошла? Нет, эпоха прошла. Прошла. Прошла эпоха. Как прошла эпоха моей бабушки, это была другая эпоха. Моя другая эпоха, а это другая эпоха. Это просто Но все совершенно, равно да. будем об этой эпохе и об этой стране самые теплые чувства. Советский это да. Союз со всеми этими запахами и вонью в аэропортах, Да. с отсутствием такси, Да, потом с ребятами и из с КГБ, отсутствием- которые и с контролировали отс- каждого Да, иностранца. конечно, и с отсутствием места, потому что мы сидели на кухне. Только все на время кухне. только на кухне. Нас было десятка, не знаю, Да, да. на кухне. И Я кушать даже не нечего знаю. было. Да, и кушать Кушать нечего было. Только Да. алкоголь это Да. было. И алкоголь, да. И Это хлеб да. там Да, и с хлеб, чем-то. да. И огурчики Да. И соленые. огурчики соленые, да. Даже грибочки. Да. Прекрасное время было. Я с большой любовью Да, вспоминаю. я тоже. Но тем не менее, потом наступили 80-е, 90-е, 80-е были тяжелые. тяжелые. Были тяжелые, до перестройки, конечно. Ну, до 83-84, да? 85-й. 85 уже, когда... Да, Потому что там они он- начали да. меняться же каждый Ну, год. 87-й был вообще... Это уже да, гласность. Да, это гласность. перестройка. Да. И ты начал приезжать уже в другом статусе. Нет, я тогда сделала всю карьеру в Италию и стала профессором в Болонском университете. И продолжала приезжать сюда 2 раза в год. Ну, к своим друзьям, да, к общаясь. своим друзьям, То общаться есть и так далее. русская Да, история да, все равно да. пожизненно. А, конечно, мой второй муж, это был как дедушка с бабушкой.
Он заставил меня Немножко... покинуть университет, да. Вот, потому что он был очень, очень знаменитый человек, вот так. И вообще жена должна быть возле него, вот так. Поэтому я начала организовать выставки для нашей фирмы. И поэтому я приезжала сюда, потому что я организовала русский. Пасхальные яйца, резьба по кости. Такие да. национальные русские Да, национальные, выставки. да, вот выставки, потому что мой муж был Марзотто, это первый текстильщик итальянский. Италия, да. Вот, и ходила неделя мода каждый год. И до начала недели моды было всегда открытие одной моей выставки. Да-да. Красиво. И тема всегда русская, конечно, русская тема. Потом, когда я решила развестись, но невозможно было, потому что такие семьи вообще ты войдешь и никогда выходить. не выходишь. Ну, так, да. Я сделала конкурс, выиграла этот конкурс и приехала сюда как директор Итальянского института культуры при посольстве Италии. Вот. И тут это уже 2000-е. Это был ровно 2000. И тут жила постоянно 2,5 года. Вот. Пришлось убежать практически Да, от семейных... Это прекрасно. Это прекрасно. Да. Но много удалось сделать за это время. Я много чего. И президента Италии принимала. Да, много чего выставки. делала, но раньше тоже, потому что ты знаешь, что когда Горбачевы были в Италии, кто сопроводил их? Мариолина. Да, потому что я была единственная жена знаменитого промышленника, которая знала русский язык, и поэтому я сопроводила. Это когда он приезжал? Это был конец 89 года. То есть он при власти? Да. Это было Ну, год до окончания всего, да. И с ней тоже поехали в Сицилию, потому что она сделала вот джемелладжо между Арменией и Сицилией. Вот, потом мы были в Милане. Вот. Раиса Максимовна, она вообще замечательная женщина. Ну, ты знаешь, вот самое интересное, это что я их сопроводила в 1972 году. Они были никто тогда. Ну, и была вот очень известная делегация советская. И поскольку вот в Венеции единственная, которая говорила по-русски, это всегда я, меня вызвали, чтобы сопроводить вот это. И, как ни странно, мне дали именно вот пару Горбачевых. Они потом собирались в Рим и хотели познакомиться с нашим представителем партии, как это знаменитый Берлингуэр. Но когда они приехали в Рим, им Берлингуэра не дали, потому что они были никто, и дали самую старушку. Это в 1972 году. Да, всегда, потому что они были никто. Вот. И
когда мы снова встретились в 89 году, они меня узнали и сказали: ой, она сказала, мой Вергилий, тогдашний Вергилий. Да, я говорю, Раиса Максимовна, это я. Ну, это очень смешная Да, история. это очень смешная история, да. Хотя, конечно, И когда мы были в Венеции, тогда было модно носить платок, вот такой платок над пальто. Это было очень модно. И у меня был прекрасный платок, итальянский, кашмировский, ну, прекрасный. И, конечно, когда мы вернулись в гостиницу, я, как Сан-Мартино, Святой Мартин, я сняла вот это и красиво. подарила ей. И получила вот такую шкатулку, которую дам. ну, это ценный подарок. Ценный подарок, Первой леди. конечно. Вот. Ну, я Да. думаю, что И это... она носила вот этот платок долгие годы. Это мне сказал переводчик, который я знала очень хорошо. Да. Потрясающе. Да, да. Ну, а дальше ты приезжала в Москву, я вспоминаю наши встречи, когда Да. общие Да. друзья, Да. и, Да. и потом, когда мы с Колей с Каризой приехали Да. к тебе и Да. Энрике, Когда твоему вы другу. приехали в Венецию, да. Да, это было потрясающее, Да. конечно, общение. И дальше я хотел бы спросить, ну а что сейчас? Сейчас я не... Это такое О, счастье, сейчас что не хочу говорить. пандемия перекрыла. Вот сколько? Ну, 2-3 значит, года прошло. Ну, я не приезжала сюда 2,5 года, почти 3 2,5, года. да. Потому что последний раз я приехала в сентябре месяце 2019 года. И мне кажется, что Москва не разочаровывает. Наоборот, потому что тут все абсолютно тусуются, будто бы ничего, все общаются, Погода погода очень хорошая. А изменилась архитектура? Да, очень много изменилось Москва. Просто я нашла иной город, потому что вот все люди на улице, все кафе на улице, будто бы в Италии, ничего не было 3 года тому назад. Все были внутри. Вот это абсолютно... За эти 3 года... Да, за эти 3 года вот, очень здорово изменился город. Ну, потрясающе. Да. И как люди? Люди, как говорил Булгаков. Люди как люди, Про говорил. Булгакова, конечно, Да. мы тоже можем поговорить. Ну, это зависит от людей, потому что нельзя... Но хмурые... Не существует общеговоря Не, по общее поводу... нет, всегда это касается. Когда я говорю про людей, то, конечно, для меня ты пример, потому что ты всегда улыбаешься, ты всегда оптимист, ты всегда человек, который видит хорошее. Да, я всю жизнь старалась быть позитивной, потому что я думаю, что у меня тоже были неприятные истории в своей жизни, как у всех, поэтому. Но я все время старалась быть позитивной, и даже вот в самых страшных эпизодах, моментах своей жизни, я старалась все время просто найти ход. Ну, конечно. Кое-что, найти решение со вот знаком так. плюс. Да, да. И это потрясающее качество человека. Дорогая Мариалина, я всегда у своих друзей пытаюсь узнать достаточно простой и сложный вопрос, на который, возможно, есть, а возможно, и нет ответа. А вообще, в чем смысл нашей жизни? Мы вроде бы проживаем день за днем, мы ездим, мы что-то делаем, мы достигаем чего-то. А все это суета-сует. Время идет, остановить мы его не можем. В чем для вас вот смысл? Я думаю, что смысл – это стараться просто делать то, что нам нравится, то, что нам хочется.
и быть совершенно свободной. Вот это, По возможности. По возможности, да. И стараться быть все время, быть свободной. То, что я старалась всю жизнь. Потому что я очень страдала, когда вот надо было делать то, что муж хочет, то, что Ну, другие дети, хотят. родители, мужья, Вот друзья, так, да, подруги. друзья, вот так. Это Вот. очень точная характеристика. Жить в удовольствии. Жить, Ну, не в пошлом, а в хорошем. я всю жизнь старалась просто жить позитивно и с удовольствием, всю жизнь. В этом, наверное, и есть смысл. Это моя, Да, абсолютно да, мой абсолютно, ответ, что абсолютно. если смысл есть, Да. то он только в этом. Я думаю, что наша короткая беседа, она, конечно, не вместит 1/100 того, что мы могли бы, наверное, сегодня рассказать. Но это же только начало. Я думаю, что мы продолжим и с любовью. Продолжим в Венеции. Да, потому что, как обычно. Продолжим в Венеции. Мы тебя ждем в Венеции, когда будет мы- легче приехать, потому Я что, думаю, что Энрике тоже тебя ждет. Энрико замечательно. Два Да. слова, кстати, про Энрико, потому что Энрике- это же уникальный человек. Энрике это самый хороший приятель. Вот. Ну, во-первых, он родственник испанского короля. Он кузен. Он кузен. Он кузен короля Испании. Он музыкант, он Выдающийся пианист, музыкант. он Он играл. выдающий пианист. И он приехал жить в Венецию и арендует Такое палаццо, белэтаж первого дворца венецианского. Это знаменитый палаццо Фоскари, вот там, да, на Большом канале, конечно. Вот. И так живет. Я первый раз был в палаццо, где 3, по-моему, или 4 рояля стоят по-разному. Палаццо Мочениго, что я говорю. Палаццо Фоскари – это моя свекровь. Палаццо Мочениго, что я говорю. Потому что Палаццо Фоскари – другой прекрасный. Ну, так. Палаццо Мочениго. Он арендует вот это, ты видел, вот какой белэтаж. Это уникальный Это белэтаж. уникальные, какие висят картины. Да. Ему громадный привет. И Передам обязательно. я думаю, что идем дальше. Спасибо большое за нашу беседу и дай Бог здоровья. А все остальное будем встречаться в разных местах и получать удовольствие от общения. Спасибо. Спасибо.